Война. День 358. Ситуация на фронтах. Помимо широко анонсированного создания штурмовых бригад Национальной гвардии, также продолжают расти сухопутные войска Украины и формироваться дополнительные бригады для противостояния российскому вторжению. На фоне угрозы нового масштабного российского наступления темпы мобилизации в Украине набирают обороты. Сухопутные войска Украины приступили к формированию новых механизированных, танковых и артиллерийских бригад для усиления своих боевых возможностей. По слухам, также формируются новые бригады в составе десантно-штурмовых войск и морской пехоты. Новые бригады будут оснащены преимущественно, но не исключительно, западными машинами, такими как танки Абрамс, Леопард-2 и боевыми машинами пехоты CV-90, Мардер и Брэдли. Большинство новых новобранцев проходят или будут проходить обучение за границей. Сегодня рассмотрим лишь часть из них. 21-я механизированная бригада. Это совершенно новая механизированная бригада, в настоящее время находящаяся в стадии формирования. 33-я механизированная бригада была сформирована в апреле 2016 года в составе Украинского резервного корпуса, но впоследствии была демобилизована и де-факто осталась только на бумаге. Бригада была восстановлена и возвращается. Подразделение получило новый знак отличия с изображением волка. 47-я артиллерийская бригада. Новая артиллерийская бригада украинских войск, сформированная в последние месяцы и дислоцированная в настоящее время в Харьковской области. 116-я механизированная бригада. Совершенно новая бригада сухопутных войск Украины. В настоящее время бригада находится на стадии формирования. 118-я механизированная бригада. Еще одна совершенно новая механизированная бригада, находящаяся на стадии формирования на данный момент. Оснащение новых бригад западной техникой может быть не столь эффективно, как если бы эту технику передали в использование более опытным регулярным частям. Но даже опытным бойцам для овладения новой техники нужно время, а значит, им придется покинуть фронт, что в сложившейся ситуации довольно сложно. Поэтому украинское командование вынуждено поступать именно таким образом. Быть может, когда новые бригады поступят на фронт, к перевооружению приступят регулярные части. Воздух. Сегодня ночью Россия выпустила 32 крылатые ракеты по Украине. Целью были объекты критической инфраструктуры, а также система противовоздушной обороны, для вскрытия которой россияне использовали ложные цели в виде ракет-болванок без боевых частей и металлические уголковые отражатели на воздушных шарах, которые видны на радарах. Сообщается о перехвате 16 ракет. В то же время есть попадания по критической инфраструктуре в Кременчуге и Крапивницком, а также частному сектору Павлограда, где россияне убили женщину. Восток. Продолжаются приграничные обстрелы Сумской и Харьковской областей. Россияне атакуют по линии Сватово-Кременная, пытаясь оттеснить украинские войска, но значимых продвижений замечено не было. На правом берегу Северского Донца сложная ситуация остается в районе Солидара. Россияне пытаются расширить выступ на севере, атакуя в направлении Северска. Это движение может вынудить отступить украинцев в районе Белогоровки. Бои за Бахмут и подступы продолжаются, но значимых изменений нет. На южной окраине сообщается, что украинским войскам удалось отразить атаки россиян на трассу Н-32 и даже незначительно оттеснить противника. Дальше бои в районе Авдеевки, без каких-либо продвижений, как и в Марьинке и Новомихайловке. Сообщается о отражении очередной атаки на Угледар, но новых кадров оттуда не поступало. Дальше обстрелы вдоль линии фронта, в том числе правого берега Днепра, включая Херсон, но без изменений линии фронта. Из района Армянска поступают кадры мощного взрыва, но что именно там взорвалось, неизвестно. Спасибо за просмотр, буду благодарен адекватным комментариям, лайку, подписке. Также делитесь этим видео в своих социальных сетях. И спасибо за просмотр.